Всем привет! В этом видео я расскажу о римском шлеме, который когда-то делал. К сожалению, видео про изготовление нету, но у меня остались фотографии. Это, кстати, единственный римский шлем, изготовленный мной. Можно сказать, что это реконструкция высокого качества, и такие изделия делаются дольше, чем спортивные шлемы. Интерес к Древнему Риму и римской армии – явление вечное, как и сам Рим. В детстве у меня была энциклопедия с картинками Росмен. С помощью нее я познакомился с римлянами, построениями черепахой и узнал про Гая Юлия Цезаря. Думаю, что образ легионера знаком абсолютно всем. Легионы уже давно вторглись в пространство фантастики, фэнтези и компьютерных игр. И это не считая огромного количества книг и фильмов. Чего только стоит сериал «Рим». Кто не видел, я вам по-хорошему завидую. У вас впереди один из лучших сериалов. Но не думайте, что легионеры давно в прошлом. Их навыки и опыт до сих пор находят применение в силах правопорядка на массовых демонстрациях. Шлемы с характерным широким задним полем – буквально реинкарнация древнего римского шлема. Да еще и прямоугольные щиты и построения. Цезарь был бы доволен. Но, к сожалению, римские доспехи невозможно использовать в современных бугурных боях без нарушения аутентичности. Вот тут Цезарь недоволен. Но в фэнтези формате такие элементы можно было бы эффектно использовать. А в 16 веке часто делали парадные доспехи в древнеримском стиле. Выглядит бомбически. Одним из важнейших элементов защитного снаряжения легионера был шлем. Конечно, за более чем тысячелетнюю историю Древнего Рима он менялся и совершенствовался. Исследователь Питер Коннелли представляет генеалогию римских шлемов вот так. С глубокой древности и вплоть до первых веков нашей эры шлемы римлян были бронзовыми, но уже ко второму веку до нашей эры появляются и железные образцы. Бронза и железо соседствовали в римском шлеме и в эпоху пика могущества Рима в первом веке нашей эры. Шлем как раз этого периода – визитная карточка легионера. Меня как доспешника удивляет то, что во времена Римской империи были такие технологичные доспехи, как лорика сегментата, римские шлемы, греческие шлемы, анатомические кирасы, анатомические наручи и поножи, но потом, после падения империи, в доспешном ремесле наблюдается упадок вплоть до XIV века. Вероятно, объяснение этому феномену в том, что это первое образование такого масштаба. Римская империя в прямом смысле выкачивала из своих соседей ресурсы и поглощала их территории. К тому же рабский труд мог упростить многие этапы производства. Излишек свободного времени у некоторых слоев населения давал возможность развивать изобразительное искусство, чеканочное ремесло, освоить создание скульптур и многое другое. Наверное, это объясняет высокое качество доспехов того времени. Считается, что форму шлема римляне заимствовали, как и многое другое военное снаряжение у своих соседей-кельтов, которых обидно называли галлами. Тут игра слов «галлус» – петух, так римляне высмеивали внешний вид и дрочливость кельтов. Предком римских шлемов был шлем Монтефортино. Наиболее распространенным и долго находившимся в производстве был тип кулус, назван по первой находке в местности Колю, современная Франция. В первых веках нашей эры римский шлем с незначительными вариациями приобрел классический облик. Археологи нашли множество наголовий такого типа практически по всей территории империи. Известнейшие шлемы из Портбой-Нидау, Швейцария, Айха, Хеделя, Беркин-Делсвега, германские земли, Берсабиса, Румыния. Что же необычного в шлеме легионера и чем конструктивно он выделяется в мире боевых наголовий? Если коротко, то римский шлем отвечал двум критериям – простоте и функциональности. Купол шлема максимально эргономичен, полусфера его несколько сжата, повторяя форму черепа. В налобной части выбиты декоративные выступы – брови, являющиеся гофрированным усилением шлема. Этот элемент передавал конструкции дополнительную жесткость без увеличения толщины. Другим усиливающим элементом был небольшой козырек. Он не только увеличивал прочность шлема, но и предотвращал соскальзывание удара в лицо. Любопытно, что массово распространяется такой элемент, как козырек, лишь в самом конце Средневековья, через 1000 лет после гибели Рима. В боковой части купола на уровне ушей шли полукруглые вырезы, часто защищенные отбортовкой. Эти вырезы позволяли четко слышать команды, и вместе с тем поразить легионеров такой вырез можно было лишь очень точным выпадом. Назатыльник легионерского шлема закрывал не только шею и затылок, но и плечи воина от самого опасного – колющего удара. На некоторых шлемах в переходной зоне от купола к назатыльнику также присутствует гофрирование. А еще именно на этой части шлема была маркировка – клеймо, на которой указывалось имя легионера и номер его центурии и легиона. На некоторых шлемах таких клейм могло быть несколько, когда снаряжение меняло владельца. Подвижные нащечники имели боковые вырезы на уровне глаз, чтобы легионер мог видеть своих товарищей справа и слева в линии строя, и на уровне рта для облегчения дыхания.
Также нащечники имели отгибы по краю для предотвращения соскальзывания ударов, направленных в лицо и шею. Эти же отгибы были одновременно и ребрами жесткости. Декоративными элементами шлема были втулки для плюмажей или перьев. Эти элементы имели функцию, сходную с погонами и знаками различия командиров. Толщина шлема примерно 1 мм. Это очень мало для надежной защиты головы. Для спортивных бугуртов вообще неприемлемо. Шлем проломят вместе с черепом. В отличие от воинов средневековья, римский солдат нес на себе все снаряжение и еще дополнительные необходимые вещи, поэтому вес амуниции был решающим фактором. А в средневековье армии передвигались с обозом, и на себе воины уже не несли все необходимое. Вероятно, это одна из главных причин, почему такой тонкий шлем. Средневековый бацинет примерно в 2 раза толще. Хоть малая толщина шлема и была минусом, но с поставленными задачами в свое время шлем справлялся на отлично. А если взять во внимание, что оружие не было такого качества, как средневековое, то это дополнительно объясняет эффективность шлема. К тому же, если нужно противостоять неразвитым племенам, в сравнении с Римом, то вообще начинаешь понимать, какая это была убер-машина имперский легион. Легионерский шлем, несмотря на свою небольшую толщину, превосходно закрывал своего хозяина в бою. Конечно, служа лишь дополнением к доспеху и щиту. Так что простота римского шлема только кажущаяся. Он был максимально технологичным и совершенным пехотным наголовьем своего времени. Он кажется простым и незамысловатым, если сравнивать его с поздними арметами, салитами или хунцгугелями, но для меня сложность в изготовлении заключалась в том, чтобы соблюсти аутентичную геометрию и толщину на шлеме. Она составляет примерно 0,8 мм на макушке, 1 мм на краях купола и примерно 0,7 мм на хвосте. Толщина щек от 0,6 до 0,8 мм. Сделан шлем из стали 3, накладки, кольца для гребня и вилки из латуни. Налобная пластина припаяна с помощью олова. Все заклепки изготовлены вручную. На артефакте есть крепление для вилки, но она не сохранилась, поэтому была выбрана по каталогу находок из Виндонисы. Виндониса – римский военный лагерь на территории современного города Виндиш в швейцарском кантоне Аргау. Изначальная толщина заготовки 2,5 мм. Перед работой я сделал экспериментальный купол и разрезал его, чтобы посмотреть, как утоньшается толщина при определенных методах ковки. Форма придана с помощью дифовки, выколотки и разинга. Дифовка – это метод, при котором лист выколачивается на яме. Объемная форма достигается за счет растягивания и утоньшения материала. Райзинг или осаживание – это прием, при котором металл опускается. Толщина стали при этом может и растянуться, и остаться такой же, и даже увеличиться. Все зависит от правильности нагрева, аккуратности ударов и зоны на шлеме. В дальнейшей работе я чередовал райзинг и дифовку для того, чтобы добиться нужной толщины и формы. Сегодня много критики от альтернативных историков в сторону изготовления доспехов средневековыми инструментами. Один из аргументов – тогда не было листовой стали. Да, ее не было, и я как-то раз ради интереса сделал шлем из куска швеллера толщиной 7 мм. Заготовка была диаметром 30 см. Думаю, что такой блинчик не проблема сделать даже с помощью молотобойца, не говоря уже о водяном молоте. Поэтому я предполагаю, что в те времена, когда изготавливали такие шлемы, делали специальные заготовки с запланированной толщиной, которая потом растягивалась и заготовка превращалась в необходимую геометрическую форму. Потому что дифовка, то есть выколотка, это самый простой метод, которым можно придавать форму листовому металлу. После отковки формы прорисовал и сделал бровные дуги, а также ребра на затылке и хвосте. Самое сложное – сделать нужные шпираки и приспособы. В то время у меня было мало инструмента, и работа усложнялась отсутствием удобных приспособ и отсутствием определенного опыта. Тут показано изготовление нащечников. Из квадратного прута откован и подогнан козырек, а на оригинале его нет, но отверстия для козырька упомянуты в статье 1911 года у Рассела Робинсона, да и просто по типологии положено. Шлифовка всех деталей. При шлифовке я специально старался оставлять раковины отковки и другие дефекты, свойственные ручной обработке металла. Так и дополнительно стилизирую доспех под древний. Изготовление колес на нащечники и на хвост. Через них вставлялся кожаный шнурок и завязывался под подбородком. Так шлем не слетал с головы. Теперь нужно освоить азы чеканки. Первая пластина получилась плохой, но вторая уже лучше. Нужно было изготовить правильные приспособы. Как и козырька и вилки, на оригинале нету сохранившейся латунной полосы, но остался фрагмент. Рельеф налобной пластины выбран с другого шлема такого же типа. Окантовка краев латунной полоской – это то, чего я боялся с самого начала.
Но оказалось, что это одно из самого простого на этом шлеме. Ну и самое интересное и приятное – это сборка. Налобная пластина припаяна оловом и удерживается краями заклепок от петель нащечников. Но скорее всего такие пластины приклеивались клеем или смолой. Этот клей выделен с некоторых римских шлемов. Проанализированный состав клея шлема из ксантена – битум, смола из коры и животный жир. Еще раз посмотрим на фотографии оригинала и то, что получилось. Подбирал материал и консультировал в процессе работы Ильдар Каюмов и Александр Кириченко.